Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале, посвященному нумерологии и психологии. Сегодня будем с вами разбирать тему «Ваша сексуальная активность» и какая она у вас, от чего это зависит. И будем это рассчитывать при помощи нумерологии, и в этом нам поможет квадрат Пифагора. Поэтому не будем затягивать и приступаем к расчету. Возьмем, например, дату, пусть будет 7 февраля 1973 года. И сделаем расчеты. Будем вычислять числа. Итак, первое у нас число. Получается, мы суммируем все числа. 7 плюс 2, плюс 1, плюс 9, плюс 7 и плюс 3. В сумме у нас получается 29. Это наше первое число. Затем мы ищем второе число. Мы суммируем это полученное число, то есть 2 плюс 9 у нас получается 11. Это наше второе число. Дальше ищем третье число. От 29 отнимаем 7, то есть первую цифру, и умножаем это на 2. По математике мы знаем, что сначала у нас первым действием идет умножение, а затем идут остальные действия, в данном случае вычитание. То есть 29 минус 14. Получаем 15. Это наше третье число. И чтобы нам получить четвертое число, мы, соответственно, суммируем вот эти два числа. То есть раскладываем число 15. Это 1 и плюс 5. Мы получаем число 6. Это наше четвертое число. Итак, строим, соответственно, наш квадрат Пифагора. Он будет выглядеть вот таким образом. Вот такая у нас будет матрица 7, 2, 1, 9, 7 и 3. Затем записываем 29, 11, 15 и 6. И вносим эти все числа в наш квадрат. То есть у нас получается 4 единицы. Заносим их сюда. 1, 2, 3, 4. Затем двойка у нас здесь 2. Заносим 2 двойки сюда. У нас здесь одна тройка. Сюда заносим ее. Затем четверок нету. Одна пятерка. Шестерок 1. Семерок 2. Восьмерок у нас нету. И девяток у нас 2. Итак, за наши плотские желания отвечает вектор, вот этот, вектор наших плотских желаний. За нашу духовность отвечает вот этот нисходящий вектор. Вектор духовности. Ну, теперь давайте будем приступать непосредственно к расшифровке всего вот этого, что у нас получилось. Итак, если у нас в плотской диагонали отсутствуют цифры, да, то это говорит о том, что для человека его интимная жизнь не так уж и важна. И для таких людей
отсутствие любовной связи или длительные перерывы в ней не представляют никаких серьезных испытаний. То есть при определенных обстоятельствах такие люди, скорее всего, могут отказаться от интимной связи. То есть это может быть какое-то монашество, затворничество, либо какие-нибудь там длительные морские, либо иные путешествия при отсутствии интимной связи. Но с другой стороны, если такие люди создают и семью, и заводят либо любовницу, либо любовника, то от количества цифр в духовной диагонали, вот она идет, зависит еще и единение этих двух партнеров. То есть если подобное слияние происходит, то сила плотской диагонали может совпадать с силой духовной связи, то есть духовной диагонали. Если у человека присутствует одна цифра в этой диагонали, то это говорит о том, что человек помнит о половой близости всегда. И более того, он уверен, что она занимает в его жизни лидирующее положение. И он прилагает много сил, чтобы казаться максимально сексуальным и привлекательным, используя для этого все доступные ему инструменты. Это может быть одежда, поведение, яркие, возможно, там наряды. У женщин это агрессивный макияж и какое-нибудь положение в обществе. Однако, если такой человек вступает в интимную связь, то он получает одни разочарования, что заставляет его искать новых партнеров, ибо новые варианты близости, как правило, не доставляют ему того удовольствия, которого он хотел бы. То есть ему постоянно нужно искать новое. И чаще всего таких людей интимная связь, это, скажем так, зависит от внешней обстановки, от материального интереса к партнеру и так далее. И это связано с тем, что требования к партнеру и в половой жизни такого человека не очень высоки. Именно поэтому это обстоятельство достаточно часто приводит к возникновению случайных интимных связей. По принципу, какая разница, с кем, все равно все одинаковые. Если у человека присутствуют две циферки, то человек относится к этой проблеме совершенно нормально. То есть целью его жизни интимные отношения не становятся целью таковой, но и сказать, что он их избегает, тоже нельзя. Как правило, такой человек стремится получить полное удовлетворение с постоянным партнером, так как менять их – это уже лишняя забота и трата времени для него. Совершенно ясно даже, что такому человеку подойдет именно тот, у кого тоже есть две цифры в плотской диагонали. Так, если у человека 3 цифры в диагонали, то это свидетельствует о том, что 3 цифры в плотской диагонали – это особый случай, поскольку такая комбинация приводит к определенной нестабильности в интимных устремлениях человека, так как имеется 2 варианта проявления 3 цифр. 3 цифры – это среднее значение между 1 и 5 цифрами, где каждый из названных вариантов представляет собой крайние позиции. Минимум – это слабость, это 1 цифра, и максимум – это 5 цифр. Однако, мы не можем говорить о том, что подобные характеристики включаются и либо используются человеком по своему усмотрению, либо желанию. То есть достаточно того, что в повседневной жизни проявление плотской, скажем так, утехи для числа 3 не несет особой такой явной нагрузки, либо желания. То есть для получения взаимного удовольствия человеку необходимо, чтобы был и человек с 3 цифрами в плотской диагонали тоже. Либо как минимум должно быть больше 5. Тогда темперамент будет на максимуме у людей. Такому человеку сложно найти подходящего себе партнера. И можно сказать, что для такого человека идеальным подходит партнер либо с 1 цифрой, либо с 5 цифрами в плотской диагонали. То есть вариант с 2 цифрами исключается. Если в диагонали присутствуют 4 цифры, то это говорит о том, что у человека сильный темперамент,
когда интимные отношения занимают достаточно важное место в жизни человека, и ему не безразлично, какой партнер будет находиться рядом с ним в постели. Если у человека присутствует 5 цифр, то это говорит о том, что человек, имеющий 5 цифр, обладает максимально высоким темпераментом в интимной близости, и что можно говорить о том, что он всегда об этом помнит. Однако особенно интересен тот факт, что при таком активном и сильном темпераменте такой человек не может и даже не хочет пойти на интимную близость неизвестно с кем. То есть такое стремление к одному партнеру объясняется тем, что максимальный темперамент предполагает получение от интимной близости максимально и наиболее сильных любовных плотских переживаний. Если у человека присутствует 6 цифр и более, то это люди с перегруженной сексуальной энергией, и они чаще всего представляют наиболее яркие и эротические сексуальные образы, и, как правило, таким людям действительно надо очень много секса, и они очень много проявляют его на практике. Они не навязывают свои линии поведения во время интимной близости, а только приспосабливаются к темпераменту своего партнера. Поговорим о соотношениях плотской и духовной диагонали. Если плотская и духовная диагональ равны, да, то говорит о том, что для человека важна и духовная, и плотская диагональ. И в интимной близости для данного человека плотские ощущения и духовный фактор, они одинаково равны. То есть можно сказать, что такому человеку важен не сколько сам процесс близости, а с кем она будет проходить. Если у нас встречается, что плотская диагональ слабее духовной, да, то можно говорить о том, что более важное место именно интимная связь для человека представляет. То есть общение выходит на второй план. И поэтому интимная близость, которая может наступить только после длительной предварительной подготовки к ней, и именно поэтому интересна беседа, обмен мечтами, планами, там какие-нибудь романтические путешествия небольшие. Но опять же необходимо заранее продумывать, скажем так, план действия и что конкретно будет реализовываться на практике. Итак, если у человека плотская диагональ... Итак, если у человека плотская диагональ слабее духовной, то можно говорить о том, что духовная диагональ занимает более важное место, чем интимная близость, которая может наступить только после длительной предварительной подготовки к ней. То есть именно поэтому интересна беседа, общение мечтаниями, планами, романтические какие-то грезы, там, возможно, театрализованное представление, в котором партнеры придумывают различные сюжеты, предстоящей интимной близости. Все это необходимые условия для начальной интимной близости. То есть необходимо заранее продумывать план предстоящей встречи и начинать духовную подготовку задолго до наступления непосредственно самой близости. Если плотская диагональ сильнее, чем духовная, то в этом случае человек включается в интимную игру сразу, и любое отклонение в сторону духовности начинает раздражать и нервировать подобного человека, а в отдельных случаях может привести к холодности и потере интереса к партнеру, а сама близость чаще всего становится невозможной. То есть для таких людей недопустима слишком длительная прелюдия. Она должна быть сведена до минимума. И об этом необходимо помнить тем, кто рядом, с кем находится подобный партнер. Я надеюсь, вы узнали что-то новое из этого видео, почерпнули новые знания, и до новых выпусков.